Столица в огне, есть погибшие, десятки раненых. Землетрясение открывает жерла ада, трясение земли разбудило нечто. Первые официальные призывы к свержению власти. Кто готовит переворот? Оккупанты меняют направление атак. Теперь цель не Покровск. Куда свернула российская армия? Премьер-министр уходит в отставку. Страна обезглавлена. Кто этим сможет воспользоваться? Эти и другие самые важные события вечера четверга 31 июля. И многое другое. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Кремль снова воюет с жилыми домами. Столица Украины подверглась комбинированной сильнейшей атаке. Число раненых десятки, есть погибшие. Разбор завалов продолжается до сих пор. Власти уточняют последствия и количество пострадавших. В столице введены беспрецедентные меры безопасности. Сирена звучала практически всю ночь. Сначала массированный налет дронов, затем ракетный удар. Первую тревогу объявили еще вечером накануне, и она длилась более 4 часов. Это была волна дронов. Под утро началась новая тревога, но на этот раз из-за ракет. Именно тогда произошел основной удар. Так, ми можемо стверджувати, що це пряме попадання ворожої ракети в цей будинок. Уламки ракети також знайдені, але слідчі будуть пізніше комунікувати, що за ракета, які вже не перший раз застосовуються по об'єктам цивільної та комунальної інфраструктури України, міста Києва. Скільки їх було саме реактивних шахедів, зараз рахують фахівці. Сильнее всего пострадал Соломенский район, жилые дома, машины, административное здание. Повреждено одно из учебных заведений. Один из подъездов в жилом доме оказался полностью разрушен. Под завалами искали людей. Новая схема поставок оружия не напрямую от Белого дома, а через посредника, через хаб. Сенаторы-республиканцы Роджер Уикер и Джим Риш представили законопроект Peace Act, который может коренным образом изменить схему поставок оружия в Украину. По данным The Wall Street Journal, документ предусматривает создание специального фонда при Минфине США, в который деньги будут вносить союзники, прежде всего Великобритания и Германия. А вот вооружение будет закупаться уже в Штатах. По предварительным расчетам фонд может пополняться на 5-8 миллиардов долларов в год. Эти средства пойдут на покупку американского оружия для Украины и параллельное пополнение арсеналов США. То есть Пентагон поставляет, союзники платят, Украина воюет. Сенатор Уикер заявил, что Peace Act сделает помощь быстрее и эффективнее и укрепит безопасность НАТО в борьбе с Россией. Проект уже получил одобрение в Белом доме и может быть включен в оборонный бюджет до конца 2025 года. Революция в России. Украинский президент призвал способствовать смене власти в РФ. Российское руководство живет в логике прошлого века с культом насилия и полным отрицанием послевоенного мирового порядка. Эта война продолжается только потому, что ее хочет российская власть, говорит президент Украины. Пора конфисковать российские активы, а не просто заморозить их, использовать их на благо мира, а не войны. Но если мир не стремится сменить режим в России, это значит, что даже после окончания войны Москва продолжит попытки дестабилизировать соседние страны. Он также призывает международное сообщество к радикальным шагам, полная блокада военного потенциала России, прекращение энергетических доходов, техноизоляция и запуск замороженных активов Кремля на нужды обороны Украины. Президент отступает под давлением улицы и Европы после волны уличных протестов и дипломатического нажима. Владимир Зеленский якобы пошел на попятную. Верховная Рада голосует за новый закон, который восстановит независимость антикоррупционных органов и отменит поправки, принятые на прошлой неделе. Те самые, что резко ограничили полномочия антикоррупционных органов и вызвали бурю негодования как внутри страны, так и снаружи. Реагировать пришлось министру иностранных дел.
really very important with our closest allies and partners. Эти меры были скоординированы, что действительно очень важно, с нашими ближайшими союзниками и партнерами, и поддержаны антикоррупционными институтами и гражданским обществом. Важно защитить наши независимые антикоррупционные институты не только от политического влияния, но и от угроз безопасности, связанных с войной, особенно от влияния России. Поэтому я действительно надеюсь и уверен, что сегодня этот закон будет принят. This law will be approved. Редкий случай в военное время. Тысячи украинцев выходят на улицы, обвинив власть в попытке прикрыть своих людей от антикоррупционных расследований. Европейские партнеры недвусмысленно намекнули, помощь Киеву может быть пересмотрена, если Украина свернет реформы. Зеленский заявил, что услышал критику и подготовил новую версию закона. Европа следит за ним и за каждым голосом в Раде. МКС испускает дух. На российском сегменте Международной космической станции по-прежнему фиксируется утечка воздуха. Как заявляет замглавы Роскосмоса Сергей Крикалев, несмотря на недавний ремонт, проблему окончательно устранить не удалось. В течение некоторого времени мы думали, что нашли последнюю трещину, но утечка все еще продолжается. По данным Роскосмоса, основной источник проблемы находится в модуле «Звезда», где с 2020 года экипаж МКС поэтапно заделывал обнаруженные трещины. В 2021-м там применяли герметик, но давление все равно продолжало снижаться. Речь идет о трещинах длиной в 4 сантиметра. Премьер-министр уходит в отставку. Причиной отставки стали сразу несколько скандалов по поводу его бизнес-связей и подозрительных источников финансирования, в том числе возможным использованием средств европейской помощи. Он возглавлял правительство менее 9 месяцев. Гинтаутас Палуцкас подал в отставку с поста премьер-министра Литвы. Я дал ему время подумать об этих обстоятельствах и воспользовался возможностью принять это правильное решение. Приветствую его решение. Я сказал ему об этом лично. Кто станет новым кандидатом на этот пост, коалиция во главе с социал-демократами пока не объявила. Россия пытается втянуть Покровск в уличные бои. После захода диверсионно-разведывательных групп туда начинают заводить штурмовые подразделения. Появление малых штурмовых групп после ДРГ было ожидаемым, говорят эксперты. На Покровском направлении уже задействованы все ресурсы, которые Москва могла туда бросить, но ни сроки, ни планы по полной оккупации города не выполняются. Мы с вами говорили в предыдущих выпусках о том, что оккупанты выходят на линию Покровск-Константиновка, создавая угрозу огромной агломерации Константиновка-Краматорск-Славянск. Об этом мы поговорили с военным экспертом Дмитрием Снегиревым. Основные действия разворачиваются это за контроль над населенными пунктами Белая гора, Ступочки, ну и, соответственно, Часов Яр. Торецкое направление, ожесточенный характер боев в районе Делиевок и Обеих и, соответственно, Яблунивки. Есть тактические успехи оккупантов и продвижение в направлении Константиновки. Расстояние до 10 километров. Третий фактор – это продвижение оккупантов по трассе Покровск-Константиновка от Малиновской развязки. Расстояние по разным оценкам от 8 до 10 километров до передовых позиций вооруженных сил Украины. Как видим, будет использоваться тактика, опять-таки, фланговых охватов позиций сил обороны Украины на Константиновском направлении. Дальний Восток продолжает трясти. 200 авторшоков за ночь. Спустя несколько часов после самого мощного за 70 лет землетрясения магнитудой 8,8 баллов регион снова сотрясает. Утром в четверг в Тихом океане зафиксирован новый подземный толчок магнитудой 6,3 балла. Всего в 178 километров от Петропавловска-Камчатского. Очаг под морским дном на глубине около 40 километров. За минувшую ночь сейсмологи зарегистрировали более 200 автошоков. Самый ощутимый 6,5 баллов. Камчатский филиал геофизической службы Российской академии наук предупреждает, сейсмическая активность остается высокой. К тому же, эта дрожь земли разбудила вулкан. Огненная река льется с западного склона Ключевской сопки. По данным геофизической службы России, в кратере зафиксировано яркое свечение, слышны взрывы, пепел взлетает на 3 километра вверх. Ночью над вершиной огненный купол. Лава течет, и вулкан точно проснулся. Ученые
Ученые отмечали активизацию сопки еще в середине месяца, выбросы пепла, светящиеся облака. Но теперь все вышло из-под контроля, стихия сработала по цепочке. Сначала подземный удар силой почти 9 баллов, ну а потом извержение. На фоне этого землетрясения у берегов Камчатки внимание снова привлекла российская база «Рыбачий», один из ключевых опорных пунктов стратегических ядерных сил России. Именно здесь дислоцируются атомные подводные лодки, несущие ядерное оружие, и современные ракеты морского базирования. База расположена в непосредственной близости от эпицентра подземных толчков. Официальных сообщений о последствиях землетрясения для объектов атомных Рыбачьего не поступало, но уровень рисков в такой ситуации сложно переоценить. Сильнейшее землетрясение вызвало цунами от Японии до Чили. Камчатка живет в режиме чрезвычайной ситуации. Люди боятся новых толчков и теперь еще и извержения вулкана. Стихия словно решила не останавливаться на достигнутом. Находился на кухне, работаю поваром, кормлю туристов на Парамушире. И началось все трясти, на кухне начали стеллажи ходить ходуном, начало все падать. Мы с коллегами выбежали, выключили все автоматы, выбежали на улицу, и тогда увидели, что все здания, все ходят ходуном, трубы кирпичные просто разваливаются прям в моменте, прям тают и ссыпаются с крыш. Ну и сам, конечно, асфальт, земля, дом, такое ощущение, что прям волнами все идет. Продолжалось это порядка 2 минут. Вот. После чего мы немедленно эвакуировались в безопасное место. Днем ранее была объявлена угроза цунами, волны достигали 200 метров, тревогу сняли только поздно вечером, но опасность никуда не ушла, земля продолжает дрожать. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.